Даша – производитель моделей, i7 боится КамАЗа, звезда в сговоре с i7. Главная новость мира моделизма – это новый производитель на рынке Dasha Models. И ее первая доступная модель – это вот этот вот советский заборчик. Доступные масштабы – это 43, 35, 72 и 87. А для приобретения напишите мне личное сообщение в ВК, в Инстаграм или на почту. Координаты есть все в описании. Цены не кусаются. И покупая продукцию Dasha Models, вы не только получаете дополнение для диорам, а также и поддержите развитие канала. Всем привет! В эфире снова Даша, и настало время подвести моделистские итоги сентября. С вас лайк и подписка, а также заглядывайте на мой второй канал Даша Техник, ссылочки в описании. Посмотрите этот ролик до конца, ведь там будет топ-5 новинок ушедшего месяца по моему субъективному мнению. i7 показали бокс-арт грядущей новинки КамАЗ с Кунгом. Ребята из Киева не стали заморачиваться с лицензией и скромно обозвали модель советским шестиколесным армейским автомобилем. И как следствие в передней облицовке кабины мы не увидим легендарных букв КамАЗ. Придется их искать в наборах фототравления. А несколько лет назад у них уже выходила модель бортового КамАЗа, и я ее тоже собирала. Модель эта была несколько проще аналога от звезды по детализации, но по своим деньгам она была нормального качества. Кстати, та же самая звезда тоже боится КамАЗа и тоже скромно шифрует названия своих моделей, но уже более лаконично. Вместо КамАЗа они ставят букву К. На форуме «Мир детства» i7 анонсировали разработку новых моделей: семейство самолетов МиГ-2327 в 72 масштабе и Як-9 в 32. Вот уж точно такой большой масштаб для Як-9 – это что-то интересное. В 48 масштабе i7 готовит к выпуску набор с британскими пилотами-бомбардировщиками позднего периода Второй мировой войны. Также, судя по готовому бокс-арту, нам стоит ждать выхода модели американского штурмовика ОВ-10 Бронко в 48 масштабе. Думаю, модель у ребят из Киева получится достойной. Кстати, приобрести модели от i7 и не только можно в магазине «Модельная лавка». Сейчас там действует множество акций, благодаря которым вы не можете неплохо сэкономить. А если вы делаете первый заказ, то укажите вот этот промокод, и он вам даст скидку в 200 рублей. Этот промокод продублирован в описании. А на последующие заказы действует промокод Даша на скидку в 10%. Звезда на том же форуме «Мир детства», что проходит в Москве, анонсировала разработку моделей советских самолетов Як-9, только уже не в 32 масштабе, как предыдущий производитель, а в 48 и 72. И не пахнет ли это картельным сговором с i7? Видимо, на этом форуме i7 и Звезда поделили рынок моделей самолетов Як-9. Также Звезда планирует выпускать модели самолетов Су-25 и вертолеты Ми-35 в 48 масштабе. Ни бокс-артов, ни рендеров этих моделей пока нет. Странно, что никто на форуме не анонсировал разработку моделей бронетехники. Видимо, мир детства не для танков. Совсем скоро Звезда выпускает модель отечественной колесной БМП «Бумеранг», но уже в 72 масштабе. Пару лет назад у Звезды уже выходила модель этой БМП в 35 масштабе. Также в 72 масштабе у Звезды выходит набор с американскими пехотинцами времен Второй мировой войны. Причем у всех 5 фигур разное вооружение. Тут есть и базука, и пистолет-пулемет, Томпсона и пулемет Бар. А еще Звезда показала бокс-арт новой версии модели американского военного транспортного самолета Си-130 в 72 масштабе. С рынка ушел еще один производитель масштабных моделей – Classic Bass. Кризис не щадит никого, и ходят слухи, что их перекупила великая и ужасная Кострома. А также ходит слух, что фирма закрылась из-за проблем с поставками из Китая, и виной тому может быть служить кризис, вызванный пандемией. И сожалеем о таком событии, но свято место пусто не бывает, что подтверждают слухи, связанные с Костромой. Надеюсь, они закрылись не из-за того, что на рынке появился новый бренд Dasha Models, и они испугались конкуренции. Забавно, но уже на Авито появились объявления о продаже моделей Classic Bass по неадекватным ценам. Видимо, перекупщики посчитали, что эти модели можно уже считать раритетом, и настала пора на этом заработать. Но, повторюсь, святое место пусто не бывает, и нишу Classic Bass займет, скорее всего, Кострома, так что лететь и скупать модели автобусов по заоблачным ценам я не вижу смысла. АВД в этом месяце радует новинками. Они высыпали сразу 3 КамАЗа с новой кабиной от старого Мерседеса. КамАЗов именно с такой кабиной сейчас можно очень часто встретить на дорогах, что особенно интересно для пополнения коллекции. Но, как всегда, есть проблема. Эти КамАЗы тут же смели с полок. Я еле успела забрать вот эту
модель с модельной лавки, так что сборку и окраску этой модели вы скоро увидите у меня на канале. Та же история с прицепом Нефас, так что моему КамАЗу пока некоторое время придется побыть без прицепа. Также АВД выпустили модель шикарного советского аэродромного тягача МАЗ. Модель выполнена из смолы, что создаст некоторые сложности с работой над данной моделью, но согласитесь, прототип у него очень шикарный. А также они выпустили несуразную Волгу Переросток пикап, но думаю, что у этого автомобиля найдутся свои поклонники. Все эти новинки выполнены в 43-м масштабе. А еще любопытный факт. Журнал М-Хобби признал модель автобуса ЛиАЗ 5256 лучшей моделью мирного направления в 2020 году. И я поздравляю АВД и всю Кострому с заслуженной наградой. Также из Костромы под брендом «Ласточка» к нам прилетает Нива пикап в 43-м масштабе. К странной геометрии кузова добавилась не очень аккуратная окраска и очень высокая цена. Под брендом Модель Про выходит грузовой монтажный вагон. Модель выполнена из смолы, а крыша не окрашена, и за модель просят аж 7300 рублей. Под брендом ПАО КамАЗ выходят КамАЗы, что логично, со старыми кабинами, бортовой стендом и самосвал. Обе модели в 43-м масштабе. Под брендом «Советский автобус» выходит модель автобуса ЛАЗ-4202. В социальных сетях уже успели покритиковать это костромское изделие. Но вернемся в Киев. Там местный мини-арт усердно трудится и показал несколько анонсов. В очередной раз старая модель фургончика на шасси Mercedes обрела новую коробку, теперь с коробками для фруктов и с новыми декалями. А для любителей диорам мини-арт выпустили в 35-м масштабе набор городских атрибутов времен 30-40-х годов. Тут есть и заборчики, и фонари, и скамеечки. В общем, мечта урбаниста. А на случай, если вы захотите сделать диораму с французскими дорогами, то вам пригодится набор с характерными для Франции дорожными указателями в 35-м масштабе. Ну и напоследок мини-арт перепаковывает старый набор с британскими саперами в 35-м масштабе. А еще мини-арт готовит к выпуску мега-набор. Он будет состоять из немецкой четверки с полным интерьером, бригады ремонтников, подъемным краном и верстака с инструментами. Зная ценовую политику мини-арта, набор будет стоить бешеных денег, и думаю, что это будет больше 10 тысяч рублей. Японская Аошима не стесняется выпускать модели в неожиданных масштабах. У них выходит модель автобуса Mitsubishi в 80-м масштабе. Масштаб действительно получился очень странный. Он одинаково далек как и от танкового 72-го, так и от железнодорожного 87-го. Дирижабли продолжают захватывать умы моделистов. На этот раз в 350-м масштабе выходит модель британского дирижабля от фирмы Classic Airships. В 700-м масштабе та же фирма выпускает модель советского дирижабля В-6. Обе модели будут произведены методом 3D-печати. Менка грозится в 35-м масштабе выпустить модель «Пантеры» с интерьером и набором брони, защищающей от атак с воздуха. В полку очередных «Пантер» прибыло. Бордер в 32-м масштабе выпускает модель британского четырехмоторного бомбардировщика «Авро Ланкастер». Модель будет каких-то невообразимых размеров. Естественно, у модели будет отлично проработан интерьер. Было бы странно выпускать такую модель в таком масштабе без полной начинки фюзеляжа. Фуджими выпускает модель маленького джипчика Suzuki Jimmy в 24-м масштабе. Очень няшный прототип. РФМ в 35-м масштабе выпустит модель третьего штуга с рабочими гусеницами. Меня уже после штуга в 16-м масштабе уже ничем не удивишь. Фирма FC Model Trend выпускает модель советской САУ ЗИС-30 в 72-м и 48-м масштабах. Модель будет изготовлена методом 3D-печати. И, судя по всему, что модель будет печататься одной деталью. Иначе как объяснить такую плохую проработанную ходовую часть? РТ-диорама из Германии выпустила методом 3D-печати модель средневековой часовни в 35-м масштабе. Модели напечатаны на 3D-принтере все больше и больше, и они захватывают рынок, но, боюсь, спрос на такую модель будет не очень большим. А еще прикольную модель выпускает та же фирма, это портовый кран первой половины прошлого века и тоже в 35-м масштабе. Легендарный Восточный экспресс в 144-м масштабе перепаковывают модель легкого пассажирского лайнера Dash Q400. Болгары из ОКБ Григоров стали оружейными баронами, и в 72-м масштабе они освоили выпуск армейского стрелкового вооружения. АРМ из города Комсомольска показали рендеры будущей модели немецкого летающего крыла Хортон в 72-м масштабе. Фирма Винкерс в 144-м масштабе выпустила модель легкого американского танка М5, и для такого масштаба, да и для такой мелкой модели детализация получилась очень на высоком уровне.
Skunk Models в 48-м масштабе выпустили модель взлетной палубы и катапульты американского авианосца «Минец». Этот набор подойдет как основание для диорамы. Венгерская Армата Хобби показали рендеры будущей модели национального автомобиля «Гидрант». Модель будет выполнена из смолы и в 72-м масштабе. И очередной штук в 35-м масштабе с полным интерьером от фирмы РФМ поступил в продажу. Повторюсь, своими штуками они уже никого не удивят. Родан анонсировали модель шикарного немецкого тяжелого самолета в 144-м масштабе Фокке-Вульф 200 Кондор. Я считаю эту машину, наверное, самым красивым самолетом своего времени. Также Родан анонсировали модель американского тяжелого транспортного самолета Си-133 Каргомастер с баллистической ракетой Тор внутри. А Tamiya выпускает модель спорткаров Subaru BRZ и Toyota GR86 в 24-м масштабе. Технически эти автомобили братья-близнецы, и отличаются они только некоторыми элементами экстерьера и шильдиками. Также такие машины были популярны в России некоторое время назад. Также Tamiya выпускает модель американского истребителя танков Hellcat в 35-м масштабе. Судя по всему, это будет их новая разработка. А еще один третий штук в этом выпуске, и на этот раз от очередной китайской компании Monochrome. И модель будет в 16-м масштабе. Видимо, Слава Штуга из прошлого выпуска не дает покоя китайцам. Любопытные новости приходят из Тулы. Gun Tower разрабатывает модель экскаватора в 35-м масштабе для шасси грузовиков КРАС. Видимо, эта установка будет идти как дополнение к уже существующим КРАЗам. Экскаватор будет выполнен из смолы, как и все у ребят из Тулы. Das Werk в 35-м масштабе обещает выпустить модель немецкого военного вездехода РСО. Давно пора, а то старая модель этого тракторочка уже немножко устарела. А теперь настало время субъективного топа новинок сентября, и на 5-е место я скромно поставлю модель советского забора от фирмы Dacia Models. Кстати, заказать такой набор вы можете по ссылочкам в описании. Пишите мне в ВК или в Инстаграм. На 4-е место я поставлю модель немецкого трактора РСО от фирмы Das Werk. На 3-е место я поставлю огромную модель самолета Avro Lancaster. А вершину пьедестала займут КАМАЗы. На 2-м месте даже не КАМАЗ, а советский шестиколесный вездеход. А на 1-е место я поставлю КАМАЗ от фирмы АВД с обновленной кабиной. Ждите его сборку. Вот такие у меня получились новости сентября этого года. Подписывайся на этот канал, а также и на канал Даша Техник. Там недавно вышло интересное видео об уникальной пилотажной группе «Беркуты». Ссылочка в описании. Так что увидимся на следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.